Мої вітання. Я Світлана. І сьогодні у нас таке незаплановане відео. Я вам сьогодні розкажу, нам удалось привезти конский навоз. Я вам сегодня расскажу, что я буду с ним делать, покажу, где его брали, расскажу, в какой пропорции я его буду мешать с компостом, куда раскладывать. И вообще конский компост — это самое универсальное удобрение, которое только может придумать. Нам повезло, возле нас совсем недалеко находится конюшня. Конский навоз — это альтернатива лучшая куриному навозу и навозу обыкновенному. Самое лучшее, что можно придумать. Почему? Потому что он не такой агрессивный. Мы взяли конский навоз, не совсем старый и не совсем новый. Он уже 4 месяца вылеживался. Вообще мульчировать и добавлять в посадочную яму надо прошлогодний или позапрошлогодний. Я частично буду раскладывать сверху вперемешку с компостом, покажу вам. И оставлю 2 мешка. Мы взяли 3 мешка. 3 мешка, не знаю, хватит, не хватит. Первый раз мы его брали 2 года назад. В прошлом году не получилось у нас по определенным причинам съездить туда и взять. То мне те 3 мешка позапрошлом году хватило на посадку роз моих, круг. Этот я в посадочную яму добавляла. А этот я сейчас вам расскажу, куда я буду использовать. Это самое лучшее, что может быть из удобрений органических. Давайте посмотрим, что я буду делать. Помощники мои. Помощники. А вот мои минжулипы уже хорошо тут прижились. Мы его на стоянку определили. Я буду ведро брать, в тачке мешать с компостом и раскладывать по нужным местам. Покажу немножко конюшню, на которой мы приехали. Тут как раз готовили на прогулку конную, лошадей седлали. Такие холеные, красивые. У нас конюшня в лесу находится. Не очень далеко от нас. Но мешок навоза, конечно, вручную не отнесешь. Надо только на машине. Вот стойло, еще там кони. У них много загонов прогулочных среди сосен. И для выгула, и прямо в лесу. И по кругу тут они бегают, тренируют их, можно на уроки брать. И вот нам конюх помогал. Это чистый навоз без опилок. Тырса — это опилки. Я дальше там буду рассказывать, почему лучше чистый навоз брать. Можно, конечно, и конскую постилку, но чистый навоз более он концентрированный, скажем так. Конская подстилка, там она с соломой, не такая, ее больше просто надо. Конская постилка без компоста просто можно укрывать. Такая консистенция. Он у нас не сильно старый, как я сказала, или скажу впереди. Покажу сейчас на примере вот этой клумбы. Красивая и одной из моих любимых. Как я буду мульчировать, в каких пропорциях, что разводить. Так, ну вот так, без фанатизма я покажу на примере этой клумбы. Круглая, тут очень хорошая земля была заправлена изначально. Изначально я сюда навозила пол машины хорошего чернозема, поэтому вот эти розы тут так отлично растут. Это Жанна Моро, Вединг Белс и
Гаджера, по-моему, большая, премиум класса, чайно-гибридная роза. Так, малышня. Игру сразу затеяли, ну. Майя, ну. Отойдите, я поделаю тут. Кино делаю. Так, взрыхлили, поудаляли сорняки. У нас очень теплый ноябрь, поэтому одуванчики тут у меня опять. Так, марш отсюда. Сейчас покажу, что мы делаем перед укрытием. Я эти розы, кстати, укрываю только лапником. Но в этом году не знаю. Что-то мне подсказывает, что будет суровая зима. Поэтому лапником и один слой агроволокна накину. Скоро уже морозы. Так, я привезла сюда. Сейчас я вам вот тут показываю. Это наш компост. Уже прямо я так рада. В этом году получился у нас компост. И вот этот конский навоз, который я привезла. Значит, тут немножко сосновых иголочек, но совсем мало. Не берите там, где тырса. Если тырса среди этого, это не есть хорошо. Немного сосновых иголок это еще допустимо, а с тырсой компост загнивает, не загнивает, там грибки могут пойти, все, просто что в хвойном опаде ничего не заводится. Вот почему и мульчируют сосновой корой, хвойным опадом. Никаких бактерий не заводится, там своя атмосфера хвойная, фитонциды, которые не дают развитию всяких вредных микроорганизмов. Сейчас, значит, вы вот тут внизу видите, какой консистенции у нас компост. И поразрыхлять вот этот вот наш конский навоз надо, чтобы он не кусками прямо был, а такой более рыхлой. Мешать я буду в тачке. Это я просто привезла. Всякое разное. Значит, мульчировать я буду розы, плодовые деревья, виноград, пионы. Ну, можно еще было бы и кустарники, барбарисы, спиреи, но у нас не так его много, потому что я хочу еще оставить на теплицу. Сильную консистенцию брать я не буду, я сделаю более лайтовую, потому что у меня тут и зола уже подсыпана под розами. Ну, хватит, не буду прям сильно ударную дозу такую я делать. Значит, смотрите, вот листик. Вот такая консистенция у нас. Тут перепревшая трава. В прошлом году я возила. Веточки какие. Это компост. И вот в каком состоянии, вот так размягчаем, должен быть вот этот навоз перепревший конский. Если он не сильно перепревший, то в землю его закапывать совершенно нельзя, то есть в посадочную яму. Только сверху, сейчас хорошо зима впереди, он под дождями, под ветрами, весь и не толстым слоем, весь перепреет. Или можно, если вы сейчас уже не планируете делать, можно его куда-то поставить, накрыть и до конца весны, зимы. В апреле мы где-то рассыпаем, подсыпаем. Он там как бы дойдет, скажем так. Так, я буду мешать в тачке. Значит, мы берем нашего компоста. Я взяла такую нашу мерную ложку строительную. 3 ложки компоста. Кстати, тут вот попался у меня позапрошлогодний еще. Видите, он какой сухой такой, совсем никакой. Это я на ту же кучу бросала, где у меня тогда мы привозили. Значит, 3 ложки. Неудобно мне снимать одной рукой. 3 ложки компоста. Тут не целое. 4 даже у меня получится. И 1 или даже половина. Вы, если вам покажется, что вы мало замульчировали, вы
его весной еще добавите. Сейчас нам как бы просто присыпать вокруг роз, окучить этим составом. И вот так одну ложку такую я прямо тут его раздроблю, размешаю. Вот так вот хорошо. С палочками, с веточками. За зиму оно как раз и пролежит еще. И вот так приствольный круг прямо присыпаю вокруг роз. Сегодня розы буду брызгать железным купоросом и плодовые деревья. У меня что-то в этом году манилиозом заболели абрикосы. Растворять буду. Меня спрашивали, какая пропорция. На 10 литров 400 грамм железного купороса. Ну, вот так вот мы присыпем. Нет, ну, бандитас наши мешают. Ну, в общем, получается одна вот такая 1,3, 4 поварешки, скажем так, хватает на один кустик. Как бы у меня не хватит, я вижу. Буду только на самые любимые. Так, там у нас грибники, наверное, ходят. Буду только на самые любимые розы, получается, подсыпать. И пионы обязательно. Вот так. Ну, вот так вот я вам показала, как я окучиваю розы. Для теплицы я буду чуть большую концентрацию делать конского навоза. Не 1 к 3, а 1 к 2 или 2,5. Ну, посмотрю, как у меня там получится. Почему? Потому что она всю зиму будет стоять открытая. Она там точно перегниет, перебродит. Я еще немножко перекопаю там. У меня есть сухая трава. Так я улучшаю грядки. Особенно надо помидоры, огурцы. Но у меня не про овощи, не про овощные культуры, а про декоративный сад. Ну, я, в общем, сегодня невероятно рада, что мне удалось такое прямо богатство привести в сад. Погода у нас опять потеплела. Я не знаю, наверное, просто 1 декабря навалит снега, мороза, и бац, и наступит зима. Теплая, хорошая осень, а потом сразу зима. Все, всего вам хорошего в саду, чтобы вам повезло, и вы тоже где-то себе конского навоза отхватили несколько мешков. Там даже приезжает, он говорит, большими прицепами для огородов, для виноградников. А, кстати, я еще виноград подмульчирую так. И корни как раз будут чуть-чуть в тепле таком. И как только весна придет, первые дождики, постепенно влага со всеми микроэлементами, удобрениями органическими будет проникать к нашим корням. Всего хорошего. В следующий раз я вам покажу обзор хвойных моих: шаровидные туи, ели и пихты. Все.